Да. Всем привет. Всем привет. А, Если кто-то зайдет. Я верю, что кто-то зайдет, кто-то придет, и мы вместе сегодня сделаем проектик на рынке Fiverr. Но, наверное, мне нужно подождать немножко времени. Хотя бы пару человек, пожалуйста, придите, поставите плюсики, что вы здесь, и мы начнем. Минутку я подожду. Давненько я не начинал эфиры. Что сегодня будет? Сегодня будет максимально быстро, максимально просто. Думаю, минут за 10 мы сделаем проектик, и после чего пообщаемся с вами. Напишите плюсик, если вы меня слышите, меня видите, и я начну. Давно вас не чув. Так, я вас то також. Все, есть плюсик, поэтому давайте 10 минут я сейчас прямо при вас делаю проектик, после чего мы еще минут на 20 остаемся и общаемся. Смотрите, рынок Fiverr, заказ на $100. Секунду. Да, заказ на $100. Клиент из Америки. Он уже делает подобную вторую работу. Предыдущая работа была очень похожая. Мы ее разбирали с моими учениками на курсе. А сейчас он подобное попросил сделать. Да, и сейчас прислал вот такое вот лого. И попросил сделать просто мигание. Мигание, чтобы оно должно быть мигать. Давайте прочитаем. Примерно выглядеть вот таким вот образом. Я спрашиваю, есть ли Adobe иллюстраторские файлы, либо SVG файлы, ну, короче, какие-либо векторные файлы. Он говорит, что есть. Вот, конечно, в итоге присылает также музыку, бип, 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 чтобы это все было под какие-то звуковые удары. Оформляет заказ на $100. Часики тикают. У нас здесь 1 день и 10 часов осталось. Можем приступать к работе. Открываем After Effects. Запишу я стрим или нет, постараюсь. Обещать не буду. Открываем After Effects и импортируем все файлы. А вот я их подготовил. Думаю, ребята знают, где также могут их найти, мои постоянные зрители. Импортируем сюда все файлики. Не импортируется. Окей. Скорее всего, вот этот формат SVG не импортируется в программу. Да, именно он не импортируется. Поэтому импортируем музыку. Музыка у нас это просто такие вот удары. И примерно как должно выглядеть лого. Здесь в текстовом документе я тезисно накидал, что хочет от нас клиент. Нужно сделать, чтобы красная часть лого мигала со скоростью 100 ударов в минуту. Белая часть, чтобы при этом оставалась статичной. Размер 1080 на 1080. Картинка 0.1 показывает, на каком фоне это все будет. Хорошо, давайте тогда импортируем картинку 0.1 и музыку. А этот SVG файл мы сможем открыть с помощью программы Adobe Illustrator. Добрый вечер, мы из Украины. Не валяемся на диване, мы сегодня работаем. И общаемся, конечно же. Давайте поговорим чуть-чуть позже. Сейчас я проектик сделаю. И поговорим. Adobe Illustrator, как видим, все отлично открывает. Поэтому нам нужно пересохранить. Пересохраняем с помощью клавиши Ctrl-Shift-S. Сейчас, секунду. Это взрывы или что это?
Да, немножко шуганые мы. Это не взрыв, это ураган. На улице дождь зафигачил. Все нормально, все нормально, все нормально. Не паникуем, работаем. Все отлично. Просто недавно были у нас прилеты, поэтому немножко на измене. Пересохра... Так, сохранились. Нет, еще не сохранились. Ctrl-Shift-S. Сейчас рабочий стол. В материалах. Давайте я сюда вот сохраню. Окей. Сохранились, выходим, закрываем. Теперь этот файлик 100% без проблем импортируется. Импортируем мы его. Если импортируем как футаж, давайте попробуем. 2 раза кликнем на него. Откроем прозрачность, то видим, что футаж довольно-таки большой, больших размеров. Этого мне не нужно. Я хочу, чтобы он был более маленького размера, поэтому импортирую его как композицию. И здесь выберу Layer Size. Окей. В данном случае у нас появляется композиция, папочка. И уже футажик имеет размер самого слоя. Это будет удобнее. Я сохраняю это все дело, а композицию удаляю. После чего создадим свою собственную композицию. Клиент сказал, это будет 1080 на 1080. Сделаем 30 кадров в секунду, чтобы легче было считать. Продолжительность. Не спросила клиента, какая продолжительность нужна. Поэтому давайте пока что будет 30 секунд. А там посмотрим. Все отлично. Сюда кидаем нашу черновую картинку. Давайте мы ее отцентрируем. Она примерно хотя бы была в центре композиции. Кстати, вот эти вот клавиши, дополнительные линии, они появляются с помощью горячей клавиши апостроф. Давайте я включу отображение клавиш. Я думаю, вам будет удобней за мной наблюдать. Напишите, кстати, мешают вам эти горячие клавиши, либо наоборот помогают. Да, я обязательно прочитаю. Да, в последнее время часто прилетать стало. Ну ничего, держимся, держимся. Мы выстоим. А, так, примерно отпозиционировались. Теперь кидаем само лого. Видим, что лого больше. Можно его уменьшить, либо увеличить сам черновичок. Давайте я увеличу все же черновичок. Сделаем 150%. Опять отпозиционируемся примерно. И теперь... О, да, то, что примерно и нужно. По масштабу Adobe Illustrator файл лого я уменьшу, чтобы все четенько получалось. С помощью стрелочек на клавиатуре я позиционирую именно черновичок вниз-вверх, потому что сам Adobe Illustrator файл, я знаю, что он четко в середине. Я не хочу его смещать, он останется у меня четенько в середине. Хорошо, давайте его покрасим. С помощью Fill это делаем. Fill можно найти, вы знаете, я думаю, многие, да? То, что Fill можно найти в панели Effect and Presets. Либо я его поставил на горячую клавишу с помощью стороннего скрипта, который называется FX Console от Andrew Kramer. Это бесплатный скрипт, кстати, тоже советую его использовать, удобненький. Ух, так, хорошо, погнали дальше. Отпозиционировались. Давайте временно покрасим это не в красный цвет, а в какой-нибудь синий. Теперь нарисуем кружочек. Даже не кружочек, давайте сделаем новый Solid. Solid будет у нас вот этого цвета. Назовем его как background, то есть задний фон. Он перекрывает все, но ничего страшного. Мы опустим вниз, и он ничего уже перекрывать не будет. Теперь у нас весь этот серый фон на весь размер композиции. Дальше создаем с помощью маски, с помощью шейпа Ellipse Tool. Берем инструмент Ellipse Tool, снимаем выделение. Здесь обводочку делаем на 0. Цвет Fill выбираем белый. Интересный такой вот момент. Если 2 раза кликнем, то у нас образуется круг на всю композицию. Таким вот очень быстрым способом мы можем создать этот круг
Потом он уже в центре, там, где нужно. Потом заходим в настройки именно эллипса, не масштаба его, а size, размера. И уменьшаем, ну, до вот этих вот значений. Теперь разместим его в самом низу. Можем временно покрасить в красный цвет, чтобы понимать, да, мы все. А зачем ты пришла? Смотрите, кто здесь. Пришел им помогать. А, Кстати, задержка идет, смотрите, какой суслик. Это мой главный помощник. Она транзитом, сейчас она пойдет на полочку. Ну, проходи, давай, прыгай, 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 прыгай. Оп, все, улетела наверх. Временно покрасили в красный цвет. Теперь с помощью инструмента Pen Tool, в котором отключаем заливку. Так, как видите, сегодня урок максимально для новичков, максимально простой. Вы сейчас будете шокированы, насколько же это простая работа. Здесь количество пикселей ставим, ну, примерно 5, я думаю. И теперь убедимся, что нету никакого выделения, после чего примерно где-то здесь зажатым шрифтом проводим нашу линию. Теперь позиционируем ее в середине. Для этого Ctrl-Alt-Home, чтобы якорная точка упала в центр. И Ctrl-Home, чтобы сама линия позиционировалась тоже посередине. Супер. Теперь давайте эту линию я уведу в самый низ. Да, что-то подобное. Все получилось, все хорошо. Черновичок теперь нижний можно удалить. Вот я его удаляю. Саму линию теперь я покрашу в белый цвет. Сам кружок, который синий, который красный, я покрашу тоже в белый цвет. А верхнюю часть мы покрасим в тот цвет, который должен быть. А какой должен быть? Не черный. Должен быть, два раза кликнем. Панель Footage перетащим в сторону. Вернемся на композицию. Выберем слой, зайдем в Effect and Console. И с помощью пипетки, оп, покрасим тот цвет, который нам нужен. Это простой красный цвет. Сколько знову по Харькову валятись? Валять знову? О, пошли разговоры. Так, немножко нагнал тоски я, да, своей паникой. Нормально все, прорвемся. Давайте сегодня не будем про это, немножко отвлекемся. Все, перед анимацией мы сейчас четенько нарисовали все, спозиционировались. Обязательно давайте сохранимся. Сохранимся, наверное, сюда же. Давайте примерно здесь я создам папочку After Effects. И пускай это будет как-нибудь так называться. Все, сохранились. Хорошо. Дальше. Следующая задача. Нужно сделать 100 ударов в минуту. Просто такое блым, 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 блым. Все, что нужно нам сделать. 100 ударов в минуту. Хорошо, почему бы и нет. Доброго вечера, мы из Украины. Единственное, нам нужно провести какие-нибудь расчеты. 100 ударов в минуту. В одной минуте у нас 60 секунд. 60 секунд. В каждой секунде какое количество кадров? Мы можем это посмотреть, если нажмем Ctrl-K. Это у нас 30 кадров. В одной секунде 30 кадров. Отлично. Соответственно, 60 умножаем на 30. Получаем 1800. Давайте проверим, кстати. Ctrl-K. Здесь поставим 1 минуту. Протянем все слои до конца. Чтобы увидеть количество кадров, нужно зажать Ctrl и кликнуть на вот эти часики. Да, 1800. В принципе, все правильно. 1799. Теперь мы будем видеть количество кадров. Так немножко удобнее будет нам работать.
Дальше 1800 нам нужно разделить на 100. Правильно? 1800 разделить на 100. Мы получаем 18 кадров, то есть один удар приходит на 18 кадров. Окей. Поэтому давайте прозрачность. Нажимаем Т на клавиатуре. Фиксируем ее здесь 0%. А на 18 кадре, переходим на 18 кадр, у нас будет 100%. Правильно? Не совсем. Это получается... Сейчас, секунду. А еще переходим на 18 кадров. Вот сюда, правильно? У нас будет 0. Это один удар. То есть это один удар, то есть не совсем правильно. Все-таки стоит 18 еще разделить на 2. Это будет 9. Вот так вот сделать, наверное, будет правильней. Да. Вот он, полностью цикл удара. Раз, два. Раз, два. Смущает меня тот момент, когда мы пропадаем, мы видим белый круг. Наверное, все-таки мне это не очень нравится. Наверное, не так это должно быть. Должна остаться только лишь обводка. Ничего страшного. Для этого мы сейчас сдублируем слой с руками. Ctrl-D. Назовем его как маска. Удалим здесь вот эти ключи. Разместим слой маска поверх нашего круга. Вот таким вот образом. Вот у нас есть круг, а сверху круга находится вот эта рука, маска. Выбираем круг и с помощью TrackMate, если TrackMate скрыт, мы нажимаем вот на эту иконочку. Выбираем режим наложения, Alpha-Matte. Нет, не угадали, значит не Alpha-Matte, а Alpha Inverted. Да, таким образом мы получаем чисто обводку. Все хорошо, все отлично. И теперь, когда у нас будет все это пропадать, мы будем видеть линию, которая там внизу. Ну ничего страшного, давайте мы с этой линией просто подвинем ее в сторону, сдублируем и еще раз подвинем. И еще раз подвинем в сторону. О, теперь то, что нужно. Раз. Пока что мы сделали один удар. Скорость правильная у нас. То есть через 9 кадров есть полный плын. Еще через 9 кадров мы возвращаемся на начальное положение. То есть все правильно. Теперь нам нужно увеличить количество кадров. Можем, конечно же, копировать эти ключики. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Ну, или просто Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V. Ну, понимаете, что это не очень продуктивно. Поэтому здесь, я думаю, лучшим вариантом будет... Почему лучший вариант? Объясню. В прошлый раз этот клиент меня попросил сделать зацикленное видео на 30 минут. Ну, вы понимаете, Ctrl-C, Ctrl-V на продолжительности 30 секунд, это 30 минут, не секунд, это прям очень долго. Поэтому в данном случае мы просто с помощью выражения, которое кидается зажатым Alt и кликом на часики, нажимаем Alt, кликаем на часики, будем писать выражение зацикленности. Выражение зацикленности. Его помнить наизусть не обязательно. Можно вот здесь прямо напротив выражения видеть маленький такой вот кружочек с треугольничком. Нажимаем на него. Здесь заходим в Property и видим команду Loopout. То есть зацикленное колебание, зацикленность на выходе. Все, мы таким образом написали вот такое выражение. И теперь, после того, как ключи закончились, они будут повторяться. И это движение будет повторяться бесконечно. Круто, классно, офигенно. Да. Так, давайте посмотрим один момент. Прежде чем у нас прозрачность станет на 0, посмотрим предыдущий кадр. Ага, предыдущий кадр 11. Непрозрачность на 11.
Хорошо, прежде чем она придет на 0, предыдущий кадр должен быть на 11. Проверим в конце минуты, так ли это. Да, смотрите, в конце минуты на последнем кадре тоже 11%. Соответственно, следующий кадр после последнего финального, если мы хотим зациклить видео, будет каким? Вот таким нулевым. То есть видео получается абсолютно зацикленным. Ровно минуту и абсолютно зацикленным. Возможно, клиенту не нужна минута. Давайте, если хотим, можем его подрезать, укоротить, сделать, давайте примерно около 10 секунд. Для этого мы с помощью клавиши Page Down, Next это означает Page Down, найдем тот самый кадр, где у нас непрозрачность 11. Нашли его, нажали N на клавиатуре, правой кнопкой мыши, Trim Comp to Work Area, все. У нас 10-секундное видео полностью зацикленное. Можем назвать эту композицию, в которой мы работали, loop, то есть зацикленность. Теперь loop можем закинуть, ну, клиент в теории может закинуть в композицию, которую назвать как main. Не обязательно композицию, можно даже отрендеренное видео. Здесь уже сделать любое количество. К примеру, нам нужно 2 минуты. После чего сдублировать loop какое-то количество раз. Нажать Ctrl-A. Команда Keyframe Assist. И здесь сделать секвенцию из этих слоев. Нажать ОК. После чего они выстраиваются таким вот образом. Ступенечкой. Да, все четенько зациклено. Последний кадр вот здесь вот можно подрезать. Таким образом, вот можем сделать 2-минутное зацикленное видео. Да, все хорошо, только знаете, что я забыл? Я забыл добавить музыку. Вот этот бип-бип удары. Поэтому давайте зайдем внутрь, кинем сюда этот бип-бип удары, нажмем 2 раза L, чтобы увидеть. Да, действительно, вот они. Слышите их, да? Не вижу, сколько число зрителей. Есть ли вообще кто-то? Пожалуйста, напишите в чате, сколько людей сейчас в эфире. И, пожалуйста, поставьте лайки. Будет приятно. И продвижение дополнительное, что всегда тоже хорошо. 112-114 человек, понял, спасибо. Нажимаем U, видим, где у нас происходит удар. Удар происходит на вот этом вот ключе. Соответственно, музыку мы чуть-чуть передвигаем. Да, чтобы она четко попала там, где надо. В теории каждый удар должен совпадать. Давайте перейдем на последний. Посмотрим. На последнем ударе, да, 100%. Это означает, что здесь все четенько отсинхронизировалось. Давайте теперь найдем тот самый кадр, там, где у нас 11%. Нажмем N на клавиатуре, Trim Comp to Work Area. Теперь выйдем в композицию Main. Выбираем все слои, нажимаем закрытую скобочку на клавиатуре, квадратную. Потом опять Keyframe Assist, секвенция Layer. Идем сюда, к примеру, на последний кадр. Нажимаем N на клавиатуре, Trim Comp to Work Area. Теперь у нас бесконечно зацикленное видео, еще и с ударами. Курс, я думаю, в начале августа уже... Примерно в начале августа. Точно дата еще неизвестна. Все, сохраняемся. Сохраняемся. Давайте назовем main loop. Сохранились. Ctrl-Alt-M, чтобы отправить на рендер в Media Encoder. Сейчас отдадим работу клиенту и пообщаемся. Минут 10, я думаю, 20.
К чему этот весь стрим? К тому, не бойтесь, пожалуйста, не бойтесь фриланса, не бойтесь заказов. Бывают очень простые работы, даже не то, что бывает, зачастую, очень часто есть на бирже простые работы, которые может выполнить а, практически, ну, любой. Вы видите, насколько просто. А, Есть такая болезнь, наверное, небольшая, когда она у меня есть, она у меня была, по крайней мере, я с ней боролся. Когда ты смотришь на шоурилы, действительно таких профи, которые делают 3D всякие визуализации с бешеное количество графики, там пролеты камеры, там частицы, вот это вот все летает, кружляет. У них там такие демо-рилы, и у тебя просто челюсть отвисает, и ты думаешь, я никогда, наверное, не смогу так. И поэтому мне нет смысла заходить на фриланс, потому что есть такие люди, что нужно прям чуть ли не такое портфолио делать. Нет, не нужно. На фрилансе есть очень такие приземленные заказы. Это, ну, понятно, $100 это немного, но максимально быстро и легко, и для каждого это доступно. Отрендерилось у нас все. Это хорошо. Вот она наш рендер. Давайте я его, так, наверное, немножко по-другому переименую. Таким образом, я его переименую. Создам папочку. Так, тут я в Dropbox создам папочку. Такую папочку. Кидаю сюда этот файлик. Он синхронится в Dropbox. Нужна буквально где-то минутку. На самом деле, финальный результат здесь может быть на 18 кадров. И это будет зацикленное видео, которое вот 18 кадров. Так можно, в принципе, тоже отдать клиенту. В любую монтажку закинь эту 18 этих кадров, и она будет зацикленная, бесконечная. Но на всякий пожарный я вот отрендерил какое-то случайное количество. Сколько? Минуту, где-то около минуты. Попросит клиент сделать 18 кадров, сделай 18 кадров. Попросит клиент, как в прошлый раз, сделать 30 минут, сделай ему 30 минут. Там уже чуть позже посмотрим. Правой кнопкой мыши получить ссылку. Заходим теперь обратно сюда. Так, секунду, дайте я подумаю. Все мы сделали правильно? Да, вот такая вот простенькая быстрая работа. 1080 все правильно. Картинка показывает, на каком фоне это все будет. Фон поставили. 100 ударов в минуту. Подогнали. Первая часть статичная, мигает только красная. Да, все правильно. Все сделали хорошо. Поэтому идем сюда. Нажимаем Deliver. Здесь у нас черновичок есть. Жмякаем на черновичок. Сюда вставляем ссылочку с Dropbox. Говорим, что если мы что-то упустили, такое частенько бывает, пожалуйста, напишите, мы это обязательно подправим. Нажимаем Deliver. После чего ждем ответа от клиента. Думаю, будет, возможно, мелкая правка по поводу количества минут или секунд. Вот. Какой ответ от клиента я запущу в Инстаграме, в сторисе, поэтому подписывайтесь, там будет вся информация. Также, если вы увлекаетесь каким-то motion дизайном, этим фотошопом, After Effects, монтажкой обычно, премьером, возможно, вы какой-то айтишник программируете, то вам, возможно, стоит попробовать эту платформу. Платформа называется Fiverr. И вам в этом всем может помочь мой гайд. Ссылочку вы найдете внизу под этим видео. Здесь я в краткой форме поделился своими мыслями, своими находками, своими лайфхаками, секретами, переписками с клиентом, как нужно правильно переписывать, как выводить деньги и так далее. Действительно полезная вещь для старта. Ну и все, теперь у нас, я думаю, есть минут 10. Пообщаемся, поотвечаю на ваши вопросы.
Так, вопрос только как бы сделать так красиво. А вот так вот. Интересно, я могу сделать? Вы будете видеть свои комментарии, и я буду их видеть. А ну-ка. Или даже вот так. Ух ты. А давайте, интересно, вот что-то подобное сделаем. Ну что, всем привет поближе. Давайте общаться. Почему не идешь на Upwork? Исторически так сложилось, что я в первый год, когда я начал работать, я зашел на Fiverr. Все силы я потратил на раскачку именно Fiverr. Это очень нелегко, если вы стартуете, думаете, что сразу же будете получать такие проекты, как сегодня. Не сразу, мягко говоря, это будет, но вам придется потратить кучу времени, кучу сил, чтобы раскочегарить свой аккаунт Fiverr с нулевого уровня до третьего уровня. У него тут всего три уровня. Нулевой уровень, первый, второй, третий. Соответственно, я раскочегарил где-то до второго уровня, после чего узнал про Upwork, зарыгался уже на Upwork. Но проблема в том, что там тоже нужно раскочегаривать, нужно вкладывать много сил. Мне было уже лень. У меня есть постоянные клиенты на Fiverr, у меня есть постоянные заказы на Fiverr. Но периодически все-таки некоторые небольшие проекты на Upwork я тоже ловлю. Upwork — это хорошая площадка, ничего против не имею. Поэтому пробуйте и там, и там. Гайд по 5RR не работает, не понимаю, что означает. Добрий вечір. Доброго вечора, ми з України. По поводу української мови, можливо, колись я і перейду на неї, але ви можете спілкуватись зі мною на українській мові. Пожалуйста, мне очень приятно и комфортно, когда вы общаетесь на украинской мове. Мне всегда, всю жизнь было комфортно, я ничего против не имею. Просто вы тоже относитесь, пожалуйста, если я отвечаю на русском, с пониманием, пожалуйста. Доброго вечера, да. Портфолио смотришь? Нет, сейчас я никакого портфолио не смотрю, я понял. Все почему-то... Портфолио смотришь. Если вы мой ученик, кстати, у меня очень большое количество учеников. Блин, как это сделать? Надо, чтобы вы куда-то скидывали портфолио. У меня телеграма нет. В телеграме у меня есть только ученики мои. Надо подумать, пока не знаю. Саш, маю таке питання. В день буває до 5 пропозицій, але коли кидаю офер, то мені ніхто не відписує. Як з цим боротися? Во-первых, не кидайте офер сразу с разбегу. Пообщайтесь с клиентом. Я вот заметил, да, то есть если вы общаетесь немножко с клиентом, прежде чем сказать ему цену финальную, вот даже в этом примере, смотрите, даже в примере с вот этим заказом, прежде чем кинуть офер на $100, я с ним общался. Выцеплял какие-то детали, какие-то вещи, да, там, начал общаться вот 16, кстати, июля, прям 16 июля я у него спросил, там, пожалуйста, пришлите мне векторный файл, пожалуйста, пришлите мне музыку туда-сюда. И вот уже только потом, когда он все прислал, я говорю, 18 числа, да, когда он уже сам попросил кинуть мне офер, сейчас где-то что он тут просит. После этого я уже кидаю ему офер. Еще такой момент, вы можете уже в моменте общения начать выполнять работу. Это тоже зацепляет клиента. Если вы во время переписки говорите, я уже часть сделал, к примеру, первые 5 секунд, посмотрите, как вам это нравится. Если вам это нравится, я уже продолжу работать только после оплаты. Оплата будет стоить столько-то, столько-то. Ух, много комментариев сейчас. Опять, кстати, не вижу. Подождите. Так, сюда мы не лезем. Что-то там мелькнуло. One moment. Так сделаем. Fiverr это 5RR. Fiverr. 5. Интересно, никогда такого обозначения не видел. Какой у вас монитор, если можно, характеристики? Фиговые. У меня 2 лыжи по 24 дюйма.
старенькие. Возможно, я их поменяю. Одинаковые моники, не из дорогого сегмента. Я вполне возможно сейчас уже начинаю рассматривать, но из-за войны сейчас про покупки как-то половина. Я, вы знаете, большую часть денег отдавал на ЗСУ за эти проекты. Последнее время у меня пауза. Я надеюсь, эта пауза уже скоро остановится. Я тоже пострадавший из-за войны. Мои родители потеряли 2 квартиры, поэтому финансовые проблемы и трудности тоже возникают. Но думаю, возможно, на этой неделе я опять начну донатить. Вот. Про мониторы, про покупку пока только думаю, мечтаю, когда все закончится и все купить. Как стать твоим учеником? Прийти ко мне на курсы. Курсы примерно следующий поток в августе. Заценить гиг по можливости. Но это нужно, чтобы вы скидывали ссылки. Здесь и на Ютубе, насколько я знаю, ссылки вы скинуть не можете. Ваші роботи велика потребність в Adobe Illustrator. Вот вы можете увидеть, как здесь я просто открыл Adobe Illustrator и просто пересохранил проект. И это очень часто происходит, да. То есть Adobe Illustrator вам нужно знать ровно открыть, пересохранить. Возможно, открыть, чуть-чуть подредактировать, разбить на количество слоев и сохранить. То есть вам нужно его знать очень поверхностно, но нужно. И нужно также иметь, конечно же. Яким чином підвищується рівень на Fiverr? Количеством заказов, количеством денег. То есть вам нужно определенное количество заказов сделать. Вам нужно заработать определенное количество денег. Вам нужно вовремя отвечать на новых клиентов. Вам нужно вовремя сдавать проекты. Вам нужно получать звезды. Это 5. То есть хорошие отзывы с большим количеством звезд. И там 9 пунктов, я все сейчас не вспомню. Если все эти 9 пунктов вы будете соблюдать, то вы перейдете сначала на 1 уровень, там пункты остаются все те же самые, только условия увеличиваются, там, чтобы на 2 уровень перейти, вам уже нужно будет не $400 заработать, а там уже около $1000. Ну, я грубо говоря, я уже не помню, это было давно, сейчас я уже не вспомню. Какой у вас стар? Теряю сообщение сейчас. Это я, по-моему, говорил. Если я пропустил сообщение, извините. Если я пропустил, то извините. А как сохранить анимацию без фона? С альфа-каналом. Как сохранить анимацию без фона? Просто заходите в After Effects. К примеру, нам нужен... Убираем background. Просто удаляем его. Нажимаем вот сюда, вот видим, что действительно у нас есть прозрачный фон. Отправляем на рендер уже внутри самой программы After Effects. Здесь нажимаем, выбираем формат QuickTime. Выбрать кодек нужно. Не каждый кодек позволяет рендерить с прозрачным фоном. Можно рендерить в Apple ProRes, я советую, либо GoPro Signform. Какой-нибудь из этих вариантов выбираете, нажимаете ОК. Здесь в каналах выбираете RGB плюс альфа, то есть RGB плюс прозрачный фон. Нажимаете ОК, нажимаете сюда, выбираете, куда будете рендерить, к примеру, на рабочий стол. Нажимаете сохранить, нажимаете рендер. Все, вот у нас финальный результат получится с прозрачным фоном. Ой, улетело все наверх. Так, извините, наверное, буду пораскакивать как-то. Конечно же, можно. С фотошопом можно, более чем. Возможно, вы даже можете зарабатывать больше, чем я. А может нет. Сейчас флип горизонтали сделаю. О. Так. RTX 3060. Пушка-бомба, красавчик. Норм карты для работы в 3D и Motion. Более чем. Да, это что? Это ж топ. Ну, почти топ.
Более чем. Я работаю на 2060, к примеру. Я, к примеру, работаю на 2060, но я редко сталкиваюсь с 3D, поэтому мне хватает. Як використати один ефект на пару файлів? Ну, либо через adjustment layer вы можете. Если вы хотите применить один эффект на большое количество слоев, например, у нас здесь есть один слой, второй слой, третий слой и четвертый слой. К примеру, я хочу ну, заливку сделать на все слои одновременно. Я выбираю, создаю adjustment layer, Ctrl-Alt-Shift-Y, ой, прошу прощения, Ctrl-Alt-Y, их это, после чего выбираете заливка, и видите, она заливает все подряд. Если мы его опустим чуть-чуть ниже, то он зальет все, что находится внизу, но не зальет верхний. Если мы еще ниже опустим, то он зальет вот две линии, но не будет заливать вот это вот верхнее. Да, сегодня у нас, видите, стрим для таких максимально новичков. Ну и работа такая была. Я надеюсь, вам интересно или все-таки скучно. Напишите. Интересно, скучно? Сколько людей в эфире? Тоже опять не вижу. Так, ну по комментариям вижу, что много. Як ви пишете клиенту? Ох, это я рассказываю в гайде и на курсе. Здесь, ну, и в начале этого эфира вы могли видеть мою переписку, я показал. Если у меня есть хорошие навыки в After Effects, и если купить ваш курс, даст он новые скиллы? Уверен, более чем. А, Возможно, но вам придется в любом случае пройти первый модуль, там, где основы, там, где интерфейс, там, где принципы анимации. Но уже со второго, с третьего модуля я более чем уверен, что вы подчеркнете что-то новое. У меня на курсе было большое количество и сильных учеников, и слабых учеников. И ни те никогда не жаловались. Блин, я не знаю, честно говоря, как комментарии читать. Давайте я их буду, наверное, как-то внизу читать. И можно скачать бесплатно After Effects э, на разных пиратских ресурсах. Яковнет, к примеру. Не люблю, конечно, говорить про пиратку, но ладно. Общайтесь через переводчик или знаете английский? Английский знаю ужасно плохо. Общаюсь либо через переводчик, либо в большей степени с помощью своего человека. То есть у меня есть отдельный человек, который занимается перепиской. Очень интересно, но мой коммент не читает. Прочитал, Станислав, прочитал. Еще раз напиши, пожалуйста. Это к вам вопрос. На самом деле, у меня на прошлом курсе были белорусы, по-моему, 4 человека было. Как они смогли оплатить, я не знаю. Так, сколько стоят курсы? Цены будут меняться, сами курсы будут меняться, цены будут меняться. Предварительно, примерно, как оно будет, можете посмотреть на моем сайте. Ссылку можете найти в дополнительных материалах под видео. Да. Так, пожалуйста, Руслан. Ну ладно, сработал, но не надо такого делать. Можно будет по частям платить. Я очень хочу зарабатывать как-то не сейчас суммы. По поводу по частям, в теории, может быть, когда-то мы это сделаем, но рассрочку, да, сейчас, скорее всего, нет. Во-первых, курс во время старта разбирают очень быстро, и вы просто не успеете. Для рассрочки нам нужно с вами там короче, это время затратно, а курс, бывает, разбирают, буквально за полдня. Пока нельзя, но, возможно, в будущем можем сделать. Какой размер монитора у вас? У меня 2 монитора по 24 дюйма. Ну, думаю переходить на 27. Вже другий скіпнули моє повідомлення. А, так.
Мне доступно замовлення тільки by request, да. Щоб написати клієнту, мені треба кинути офер, правильно ж? Да, то есть вы кидаете офер by request, но вы должны понимать, Fiverr не заточен на то, чтобы вы искали клиентов, хоть by request и есть. Fiverr заточен на то, чтобы клиенты находили вас. Но прежде чем клиенты будут находить вас, вам нужно привести своих каких-нибудь клиентов, хотя бы 5 штук, 5 заказов сделать. Где брать лого для вдохновения? Можете использовать сайт FreePic, к примеру. Так, сейчас я подумаю, могу ли вам тут что-то показывать или нет. Давайте я лучше скопирую. И вот сюда вот ставлю. FreePic, заходите, и здесь можете брать лого для вдохновения и лого для анимации и так далее. Здесь вот выбираете векторный файлик, лого. Можешь заменить гиг. И заенить гиг, ничего не понял. Подскажи, пожалуйста, используешь ли текущий Photoshop, Sony Vegas? Sony Vegas нет, и другие программы. RTX, видеокарта, да, RTX используют. Ну, что конкретно, Сейчас. Какие-то ядра используют, но не сама программа, а некоторые плагины, эффекты в том же Photoshop, в том же Premiere, скорее всего, в том же Sony Vegas и в том же After Effects. Думая со временем, и CUDA ядра в том числе используются. Со временем каждые новые какие-то эффекты, новые плагины будут работать на карточках. Кстати, вот такой вот интересный момент, смотрите. Если вы зайдете в эффект and presets, да, эффект and presets, и, к примеру, color correction, да, посмотрите здесь. Да, что ж ты будешь делать? Посмотрите здесь, что вы видите. Вы видите эффекты, и напротив некоторых эффектов есть вот такие вот иконочки. Как раз вот эти вот дополнительные значки говорят, что этот эффект, он нагружает не только процессор, но также нагружает видеокарту. Так что вот вы можете четко видеть, что некоторые эффекты, самые популярные, кстати, эффекты, они также работают и на видеокартах. Вот такой вот интересный момент. Створив, так, опять проскочил, наверное. Створив портфоліо, але не маю замовлень. Як заказы? Вы должны понимать, рынок Fiverr вам ничего не должен. Рынок Fiverr, вы для него, ну, человек, пришедший с улицы. Вы когда пришли к какому-нибудь начальнику, да, там, в солидную контору, вы же не можете прийти, сесть, сказать, давай мне работу. Вы должны доказать тому начальнику, что вы можете быть полезным, что вы будете приносить ему прибыль. То же самое вы, когда пришли на рынок Fiverr, вы должны доказать Fiverr, самому тому сайту, что вы будете приносить прибыль самому Fiverr, не себе, а Fiverr. Для тех, кто не знает, 20% от всех заказов вы отдаете Fiverr. Вы должны доказать, что клиенты, которые он вам в будущем потенциально сможет привести, что все они будут довольны. Для этого что нужно? Для этого нужны отзывы. Нужны отзывы и выполненные работы. Где их взять? Самим найти клиентов и привести их на Fiverr. Вы их можете найти где угодно. В Инстаграме, там, не знаю, на Behance, в Фейсбуке. Постучать к соседу, сказать, эй, сосед, не нужна тебе лого-анимация. Вот, и так далее. Так, пользуюсь, конечно же. Где я качал, не скажу. 60, ладно, скажу. Элемент у меня пиратка, да. Я, в принципе, уже говорил, где брать.
Так, motion blur, т-т-т-т-т, привет, привет, привет. Часто вылетает After Effects. Да, часто. Причем неважно, пиратка, не пиратка, вылетает всегда. Когда курсы начнутся? Я думаю, курсы начнутся в начале августа. Я буквально на днях, я думаю, мы уже определимся. Я со своими менторами. Как копировать изображение? Не понял, ну ладно. Ох, зарелся на Fiverr полгода назад. Закинул гиг, а заказов нет. Я это только что все уже объяснил. Вот, ну, если у вас полгода нет заказов, то на самом деле может стоить и заново создать. То есть полгода это большой простой. Я с 15 года, когда зарегистрировался на Fiverr, я не делал вообще никаких простоев. Я из кожи вон лез, искал клиентов, делал проекты, вот, и никогда не останавливался. Если я брал какой-то отпуск, грубо говоря, для себя отпуск, то не больше недели. Если мне нужно было больше недели уйти в отпуск, то у меня есть товарищ, которому я говорю: так, товарищ, ты за главного. Будут какие-то проектики, шаблончики, к примеру, да, вот ты делаешь шаблончики, ты умеешь делать шаблончики. Ну, а сложные проекты, ладно, ничего страшного, отказывайся от них. На каком железе работает какой конфиг? На каком железе работаете какой конфиг? Вы можете зайти в сторис Instagram, и там в закрепленных сторисах есть характеристики моего компьютера. Да. А что вас интересует? Ну, Ryzen у меня 9, 5900, по-моему. RTX 2060, я уже сказал. 64 гигабайта оперативы. Так, шаг. Да, слышал. И возможно ли там обучиться моушн дизайну? Если нет, то где можно профессионально обучиться? Не знаю, можно ли в шаге обучаться, но это очень старая школа, и очень много я слышал о них негатива. Сами решайте. Опять, если вы у меня спрашиваете, то я вам скажу: лучше всего приходите ко мне на курсы. Не пожалеете. Вопрос, сможете ли вы попасть на них? Потому что количество мест ограничено, и не факт, что, кстати, попадете, но тем не менее. Ладно. Как ты сделал перевод текста при наведении? Это плагин, расширение, которое какое? От Google переводчика. Обычно Google переводчик, расширение для Chrome. Если я собираюсь работать в Photoshop, то ваш курс будет мне полезен? Нет, наверное, больше... Как? Стоп. Он будет полезен, вы изучите After Effects, вы изучите какие-то основы, фишки. Эти основы, фишки, конечно же, вам пригодятся потом при изучении Photoshop. Но я Photoshop не преподаю. На курсе мы Photoshop не открываем ни разу. Какие-то такие инструменты, как кривые, там, levels, мы с ними работаем, к примеру, да, с шейпами. То же самое, что есть в Photoshop. Но все-таки, если вы хотите изучать Photoshop, ищите курсы по фотошопу, наверное, да. Можно как-то забронировать место на курсе. Вы можете предзаписаться и попасть в группу Telegram. И те, которые находятся не группа, прошу прощения, бот Telegram, и те, кто находится в боте Telegram, они получат первые уведомления о вебинаре. Перед каждым курсом я провожу вебинар. И уже на этом вебинаре, если вы там будете присутствовать, вы сможете купить курс. Потому что продажи стартуют прямо во время вебинара. Если так, я уже сказал, внимание, мой комментарий. Станислав, внимание, мой комментарий. Насчет боязни заказов. Да, было бы... Да, это проблема у большинства новичков. Проблема у большинства новичков на Fiverr. Но я, в принципе, уже это прокомментировал. Здравствуйте, а вы знаете 3D-программы? Я начинал свой путь с Cinema 4D, можно сказать, да? Вот. Чтобы я ее профессионально знал, нет. То есть я поверхностно знаю, я в ней делал проект. Кстати, я в Cinema 4D сделал как минимум 7 проектов, которые я успешно продавал на рынке VideoHive. Это стоковый рынок.
я продавал там свои вещи, штучки. Но это было, во-первых, очень давно, 15-й год, тогда конкуренция на видеохаве была слабенькая. Но несмотря на даже на ту слабенькую конкуренцию, я потратил кучу времени, кучу нервов, сил, чтобы хоть что-то там продать. Если вы новичок, туда лучше не лезьте. Вот. Если вы изучаете Cinema 4D, то вам в любом случае нужно еще параллельно будет изучить After Effects. Синька без After Effects это вот что-то наполовину. То есть вам в любом случае нужно будет допиливать свои 3D-шечки, анимированные, если они анимированные 3D-шки в After Effects. Когда можно купить курс? Я сказал во время вебинара, который примерно я прошу, я знаю, это мой косяк, у меня нету четких дат. Очень много сейчас проблем возникает, проблем, связанных с тем, что война. Я надеюсь, вы заметили. Из-за войны большинство сервисов, площадок, где мы работали раньше, они все... Короче, мы с ними поработать больше не будем, они русские. Приходится все налаживать заново, и бывает... Когда можно купить, так я ответил. Что делать, если перегорел? Идти валяться на диване. У меня такое бывает частенько, мне все задалбывают, я иду, валяюсь на диване. Вот мне в один момент я перегорел, говорю, да ну его все нафиг, все, задолбалось. Пошел валяться на диване. Валяясь на диване, залез в ТикТок. Пощелкал этот ТикТок, смотрю, о, прикольная штука. А давай-ка я заведу ТикТок. И вот я занимаюсь уже, я тиктокер. После ТикТока я завел YouTube, и вот я уже общаюсь с вами. Соответственно, лень, да, вот когда вам что-то не хочется делать, вы просто это откладываете и начинаете делать что-то другое. В чем проблема? Тем более вы фрилансер, вы можете делать все, что хотите. В этом главное, наверное, одно из главных преимуществ фрилансера. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, какие характеристики минимальные для компа для учебы с вашим курсом? Там же, кстати, на сайте вы можете посмотреть эти минимальные характеристики. Можете посмотреть. Также я советую вам, если у вас есть уже какой-то компьютер, зайти на мой YouTube канал, зайти в плейлисты, вот здесь вот плейлисты, и можете найти для новичков. Заходите для новичков, и здесь видите вот несколько уроков, которые максимально простые. Вы их можете сделать, 100%, я думаю, вы сделаете. Ну, да, я думаю, все сделаете очень простые. И заодно проверите ваш компьютер, насколько он хорошо справляется с работой, хорошо, плохо и все такое. Так. 8 мегабайт оперативки для старта хватит. Вопрос. Если вы зайдете на официальный ресурс этого, если вы зайдете на официальный ресурс Adobe, то увидите, что... Что вы увидите? Что минимальные характеристики Adobe советуют 16 гигабайт. Но если бы вы зашли лет 5 назад, может даже раньше, на тот же официальный сайт, то видели бы, что там характеристики не 16 гигабайт оперативы, а 8 гигабайт оперативы. Это так и есть. Если вы скачаете старую версию After Effects, то вы без проблем довольно-таки комфортно сможете работать на таком компьютере. Если вы скачаете новую версию After Effects, то будет некомфортно, будет подлагивать и все такое. Как сделать оплату курса через Visa? Да, то есть любую карту Visa, либо MasterCard вы можете сделать оплату с любой страны. Ну, не с любой. Если у вас не подсанкционное это все дело. Александр, здравствуйте. Прошел ваш курс, очень понравилось, сильно вам благодарен. Подскажите, где можно купить курс по Cinema 4D? Александр, спасибо большое за фидбэк. Курс по синьке. Курс по синьке. Курс по синьке. Точно не ко мне, понятное дело. Ой, да не могу я его советовать. Но это такая есть там гнида. Ну, к тому, что... Честно, вот я не знаю, кого посоветовать. Прям человека, который будет хорошо. Проблема в том, что в Украине курсов, что по After Effects, что по Синке, что по Photoshop,
очень мало, и, честно говоря, я вообще не знаю. А те, кто, тот как раз тот, который был, который, честно, ну не хочу его советовать, он нас, мягко говоря, предал, сбежал и поддерживает нашу бомбежку. Олександр, здравствуйте. Прошел ваш... это прочитал. Скільки учнів є на курсі? Прошлый раз на курсе было в районе 170... Не, меньше, господи, что я говорю. Ну, в районе 150 человек. Долго трансляция идет, уже час идет, мы уже будем закругляться. Цену вы можете посмотреть на сайте, она будет меняться. Сколько вам примерно заказов в месяц поступает? Сейчас немного, примерно около 30. Стрим сохранится, надеюсь. Доброго вечора. Підскажіть, будь ласка, якщо і хочу навчитись з нуля, зрозуміло, як працювати. Чи потрібно спочатку щось вивчати? Ну да. Ще раз не зрозумів. Ну, в будь-якому випадку, якщо ви нічого зовсім не розумієте в програмі і хочете навчатись з нуля, я зрозумію, як працювати. Не зовсім розумію. Если вы про курс говорите, то мы как раз в курсе с самого нуля и обучаю. То есть я обучаю с самого нуля. Ура, мой комментарий увидел. Второй раз. Спасибо за ответ, и курс было круто. Спасибо большое, Станислав. Станислав, прошу прощения, если, особенно вы видели, чат очень сильно летел, сейчас мы уже поговорили, люди немножечко, я, наверное, уже ответил на какие-то часть ответов, и комментарий уже, чат не сильно летит. Як проводиться оплата за курс, я уже сказал, мастер, любая карта мастер, либо виза карта, если она не подсанкционная. Мои 5 вопросов также пропустили. Слава Украине. Героям слава. Денис, извините. Сейчас задайте, скорее всего, отвечу. Здесь взять ссылку на бота внизу под видео. То есть вы заходите, вам нужно зайти на мой сайт, а сайт на бот. Ваш курс пройдет, просто не просто прыгайте в бот, а изучите, пожалуйста, мой сайт, примерно поймите, о чем курс, подходит вам он вам или не подходит, а потом уже прыгайте в бот. А ваш курс подойдет для тех, кто вообще не разбирается. Да, он для таких и создан. У меня курс максимально идет для новичков, но я хитрый, я очень хитрый. Я же хочу во-первых, мне нужны сильные ребята. Я после курсов выцепляю сильных, крутых парней и начинаю с ними работать. То есть я хочу расширять свою команду. Поэтому у меня на курсе есть также интересные вещи для сильных учеников, а конкретно дополнительные работы, которые выполняют именно сильные ребята, которые без проблем справляются с основной частью курса. Они берут, идут самостоятельно, делают проекты более сложные, делают самостоятельно, индивидуально. Поэтому как бы такой курс, он двухслойный. Первый слой — это чисто для новичков. Вы просто проходите, как, знаете, в Ведьмака играете, вы можете пойти по основному сюжетке, да, по основной сюжетке, и быстро пройти, все получить от игры максимум удовольствия. Либо вы можете еще проходить побочные квесты. Так вот у меня на курсе. Ура, мой коммент увидел. Спасибо за ответ. Курс был крутой. Я уже читал это, по-моему. Да, с ТикТока. Мне многие, наверное, узнали с ТикТока. Сколько будут стоить курсы? Ссылка в шапке профиля. Внизу под видео. Прошу прощения, внизу под видео. Не ждите клиентов, которые будут платить. Делайте, про которые вам нравятся, даже если они не просили. Это вы будете работать на свое имя, которое потом будет работать на вас. Ну, отчасти, да, так и есть. Что делать, если не получается сформировать? Страшно, вдруг нет. Ну, лучше совмещайте. Лучше совмещать работу. Вы должны четко понимать, какой вы человек. Лично я пошел в волын. Я знал, что я никогда на фриланс не выйду, если буду совмещать. Поэтому, зная себя, я как бы обрезал, как называется, путь назад, уволился с работы и сразу же ушел на фриланс. У меня как бы пути другого нет. Я либо пойду бомжевать, ну, грубо говоря, да, либо я стану фрилансером. Это вот такой вот у меня был путь в 2015 году. Там сейчас уже 32 гигабайта вроде как. Приймається. Так, много ли потрібно на учебу?
Потратили на учебу. Так, это ко мне вопрос или нет? А, вот если знаете, конечно, вот про них я как раз и говорил. Кто спрашивал про изучение Cinema 4D, вот Flex написал. Я это имя даже произносить вслух не хочу. А когда будет следующий курс? Слава Украине! Героям слава! Следующий курс, я думаю, будет примерно в начале августа. То есть где-то через 2 недели. Может, через 3. Извините, не знаю точно даты. Где можно найти тренды для Следите в Инстаграме, в ТикТок и в Ютубе, я дам об этом знать. Где можно найти тренды для моушен дизайна? У кого нет фантазии, я советую сайт Behance. Переходите на сайт. Сейчас я его подойду. Там для вдохновения вы найдете много чего. Вот так вот выглядит и называется сайт. Behance, по-разному. Так, я обещал быстро, но получилось как всегда. Давайте уже больше часика, еще 2 комментария и, наверное, буду закругляться. Так, извините, если кого-то не прочел, если кого-то этим обидел. Ну, тоже тренды туда же, на Behance. Будет ли курс для более крутых учеников? Возможно. Возможно, но не скоро. Я об этом думаю, но сейчас сложно. А, Да, есть, ну, вопрос не про курс по Fiverr, а про гайд. Я не понял, про курс или про гайд? Гайд иногда обновляется периодически, поэтому да, вы, если купили гайд, то он обновится. Если по курсу обновляться пока не планируется. Как раз, Денис, скорее всего, вот это как раз и будет меняться. Я думаю, а, скажу так на этот вопрос. Сильной разницы нет между ментором и мной. Просто там проверяю я и более подробно. Но этот момент может поменяться на курсе, на следующем запуске. Можете показать, как сделать автокроп без скрипта. Давайте вот этот последний вопросик я отвечу и, наверное, уже пойду. Смотрите, если вам нужно сделать автокроп, но без скрипта, к примеру, мы загнали это все в прекомпозицию, Ctrl-Shift-C, и нам нужно быстренько подрезать границы. Мы заходим внутрь, так, эту линию я тоже удалю, нажимаем отсюда, после чего выбираем область, что мы хотим зацепить и что мы хотим оставить в этой композиции. Единственное, что примерно на глаз. После чего композиция, crop.com to region. Все. Выходите назад, да, и получаете как раз вот такую красоту. Если же у вас есть автокроп, то это делается намного быстрее, просто нажатием одной клавиши. Но это сторонний скрипт. Так, сейчас, секунду, ошибку, кстати, выбил что-то. Ctrl-Z, а что он ошибку выбил? Автокроп. Ага, ну вот видите, и бывает такое. Так, я проект весь поломал. Давайте я его сохраню как новая версия. О чем, кстати, ошибку выбил, не знаете? Нет, не должен, автокроп. Все, из-за музыки почему-то. Странно. Все, музыку я удалил, вот автокроп подрезал, все намного быстрее. Спасибо всем, кто был со мной здесь. Спасибо всем за комментарии, за активность, за лайки, за подписку. А, Давайте я вам следок вот эту кралю достану, чтобы она вам сказала спасибо, пока. Поменьше валяйтесь на диване и занимайтесь. И то, что клиент ответит, я запущу в Инстаграме, поэтому следите за мной там. Котейка в кадр попала или нет, я не вижу. У меня запоздание все идет. Всем мира, здоровья.
Ми переможемо. До побачення.